Давайте, может быть, начнем с того, что именно мы познакомимся. Мы, если честно, являемся вашим клиентом. До этого знакомства, Приятно. да, клиентам не только по калибровке тахографов, также мы некоторых наших водителей отправляли к вам на 95-й код. В Риге, да? Да, и остались довольны очень результатом. Профессионально, Но быстро и видите, по делу. поскольку мы обучали не только водителей, я сам лично обучал транспортников Латвии всех, которые на дороге проверяют автомобили. Обучал Rigas Domes Control DNS, который в Риге проверяет. Так что я думаю, что наши знания это что-то доказывает, да, что водители могут к нам обращаться. А мы не просто говорим, что кто-то говорил, мы рассказываем, что в Риге написано вот так, 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 так. И все. Я думаю, что ваши клиенты или ваши водители поняли, что мы говорим точно, что написано. Хорошо, продолжай. Да, я помню, такой фидбэк был от водителя, который вот был, наверное, последний, что много примеров из жизни. Вот это, наверное, такой хороший момент есть. Да. Ну ладно, сегодня мы здесь, потому что до конца года мы знаем, что все транспортные средства там должны быть оборудованы смарт-тахографом, а те, у которых дигитальные, второй версии смарт-тахографа, правильно? Хорошо, получается? объясню. То есть шайбовые тахографы, то шайбу вставляешь, он там крутит. Есть дигитальный тахограф, куда вставляет карту. Дигитальный тахограф есть много, 3 версии, да, но не буду углубляться. Дальше уже пошло, был обозначен период 15 лет по Европе для перехода на смарт-тахограф, который с GPS связанный, чтобы невозможно было фальсифицировать данные. Но, получается, извините, перебью, в 2010 году уже это было принято, да, получается? Нет, это было принято в 2016 году, что будет переходный период через 3 года на 15 лет. Но Европа поменяла вместо 15, поставила 5 лет. То есть заканчивается 5-летний период перехода на дигитальный, на смарт-тахограф. И поэтому очень это было в сжатом сроке. И невозможно было сразу сделать такой, как надо, и сделали переходный период, то есть с 2023 года пошли Smart 1, то есть шайбовые тахографы, дигитальные тахографы, и с 2019 года июля пошли Smart 1, то есть GPS, но там не было той опции, что переезжая через границу, пересекая уже границу регистрировали, то есть опций некоторых не было. И поэтому сейчас сделали уже Smart 2, и с прошлого года, августа, уже устанавливают Smart 2. То есть, и теперь кому же надо это менять? Это не надо всем. Надо тем, которые будут выезжать за границы Латвии на международные перевозки, но по Европе. Если, например, с Латвии едешь в Россию, Украину, или Беларусь, не пересекая границы Евросоюза, другой страны Евросоюза, то не надо, потому что в этих перевозках, где часть перевозки выходит за Евросоюзом, законодательство это ЕСТР конвенции, которые оглашают все и вождение, и требования к тахограф, и там нет Smart 2, или Smart 1 тоже нет. Но если мы пересекаем с Латвии в Эстонию, в Литву, в Польшу, Германию, любой, хоть одну границу пересекаем, это значит, надо уже с нового года, следующего года, то есть 31 декабря, заканчивается период, когда эту границу можно было пересекать с шайбовыми и с дигитальными. Но Smart 1 еще можно будет 8 месяцев пересекать границу, то есть все шайбовые, дигитальные меняем на Smart 2 до конца этого года. Но Smart 1, который с 19 по 23 устанавливался в новых машинах, это будет еще возможность им кататься еще 8 месяцев до следующего года августа. Подождите, я правильно понимаю, что вторая версия на новых машинах до 23 года тоже не шла? Нет. Если машина 21-22 года, там они тоже Smart попадают... 1 с GPS, но не полной версии, то есть их тоже всех надо менять. Привет. Привет. Ну это мы сейчас специально в кадр здороваемся. Да. Чао, чао. Мы уже по-настоящему поздоровались 2 раза. 56. 56, да. Это Макс. Мы сейчас находимся в Елгаве. Да. Приехали вот к Максу специально для того, чтобы поменять тахографы старого поколения на тахографы нового поколения. А это сейчас сделать просто необходимо, да? Да, потому что время и сроки, которые даны по законодательству, очень короткие.
и нету выбора, это просто надо делать. Объяснение, что такое смарт второго поколения тахограф. Сейчас расскажу так. Были, как люди называют, шайбовые тахографы, да, вставлялась такая тахограмма, был спидометр вместе с тахографом. Люди придумали, как это все можно обмануть. Шайбы рисовали там, как будто отдыхали, эти выкидывали. Инженеры придумали дигитальный тахограф. У каждого водителя своя чип-карта, вставляют в тахограф. Уже дигитальный тахограф дигитально, как электроника, регистрирует, что в какой момент происходило. Когда и сколько отдыхал, куда ехал, сколько ехал, куда соврал, не регистрирует, но сколько километров проезжено и все, тоже регистрировал. Ну и придумали, как это обмануть. Левыми чипами ты имеешь в виду или отключками? Были и левые чипы, и отключки, то есть... Ну, отключки, наверное, сейчас тоже есть, и левые чипы тоже наверняка используют. Уже... Мы же можем об этом говорить, правильно? Можем, конечно, уже практически лично, когда приезжают к нам на калибровку, мы не встречаем. Уже нет, Или да? не ездят к нам, или уже меньше, просто их намного стало. И отключка — это как оборудование, которое, нажимая какую-нибудь комбинацию кнопочек, машина едет, водитель работает, в конце концов все-таки все тахограф регистрирует, как будто происходит отдых. Ну, аварии, всякие другие печальные последствия, переработка водителя, из-за чего Европа опять придумала, что надо что-то менять, и сделала смарт первого поколения. С 2019 года уже новые грузовики пошли со смартом первым, по-человеческим. Смотри, смарт первый тахограф, например, да? Он же по факту не особо отличается от обычного дигитального, или... Я бы сказал так, что дигитальный и смарт первый сильно отличаются, а смарт А в первый и чем смарт второй уже не так сильно. А чем отличается, например, дигитальный смарт первого поколения? Первый он тоже типа локацию как-то фиксирует? Да, первый регистрировал уже локацию. Дигитальный тахограф, главная разница, дигитальный тахограф, в нем не было GPS, и он не регистрировал, где грузовик находится. То есть так же самое с этими чипами, когда проверка, они там, люди манипулировали, Ну, странными, да, всяким образом. А когда у тебя уже смарт первый, это умный тахограф первого поколения, твой не закроет, да, уже видно, где машина находится. И вот этим это была самая большая разница. И также самое говоря про устройство манипуляций, как люди называют отключки, это один сигнал шел у машины с датчика скорости, с коробки, Да. второй шел с АБС. Да. Люди придумали, как эти два датчика скорости обмануть, и все. Когда у тебя один датчик в коробке, это у смарт первого начиная, и второй датчик это спутник, GPS, то уже спутник уже, Слушай, насколько смотри. я знаю, столько уже не обманули еще. Да, но получается вот первого поколения, да, вот это смарт-тахограф, с него удаленно возможности считать нету информации. Без устройства удаленного считывания нет, если нету. Ты не имеешь в виду подключенного устройства к тахографу, Да, которое, да. Я понял тебя. Но, например, если я, находясь в Польше, условно там доехал до Варшавы, возвращаюсь в Латвию, выключаю левый чип, как многие делали, и ставлю, что там у меня уже Литва или там Латвия уже, и Да. на левом чипе условно там докатываю до дома, уже такой вариант даже на первом поколении уже не прокатывает. Не прокатывает, потому что возьмем ситуацию, тебя останавливает контроль, Да. они считывают информацию из тахографа, из чипа. И они видят, что по локации ты был в Польше, а есть они это видят да, реально. локация Польша, а закрыл мануально страну-то Литву. И И тогда начинают... полицейскому даже особо не надо, я бы не сказал, что особо надо там что-то вникать, потому что сейчас технологии настолько пошли вперед, что они скачивают данные, вставляют программу, и программа уже много что показывает. Уже даже если у тебя стоит первое поколение, да, это с какого Да. они, с 19-го года пошли, да? С 19 года середины, да. Не, просто мы об этом говорим. Честно скажу, я сам имею грехи такие в прошлом далеком. В транспортном бизнесе, я думаю, что очень у многих грехи бывают. Да. Первый тахограф первого поколения, он фиксирует уже твою геолокацию, да, Да. во время того, когда ты манипуляцию какую-то с тахографом делаешь. Для чего тогда второй делать? Если в принципе первого достаточно. Если между первым смарт и вторым смартом, ты говоришь, разницы нету практически. Ну, есть, но они минимальные, я бы сказал так. У второго смарта одна из новых функций, я бы сказал так,
он регистрирует именно точку пересечения границы, именно где ты пересекал. Первый. Второй. Второй фиксирует. Первый это не фиксировал, второй Саму фиксирует границу. саму Я границу. Второй нюанс хороший, я бы сказал, для водителя, Да. что пересекая границу, второй смарт, он регистрирует страну сразу сам. Если сейчас надо, как по законодательству, встать на первое удобное, ближайшее паркинг-место, То есть- ввести на заправке где-нибудь, где можно остановиться, То есть- ввести страну То есть, и грубо ехать говоря, первый смарт-тахограф, он видит твою геолокацию дальше. и видит манипуляцию, ну, где ты находился, да, Да. по спутнику. Но он в момент перехождения границы не фиксирует. Да. То да. есть это все равно надо делать мануально. Это надо делать мануально, так же самое, как у дигитального тахографа. Я А понял. второй смарт, он это делает сам уже, регистрирует. Самая большая разница между дигитальным тахографом, такой, как мы сейчас меняем, Да. и смарт-тахографом в том, что просто нету привязки к GPS у дигитального. Я бы сказал, да. Да, самая такая главный нюанс. Почему, вам кажется, ускорили этот процесс, именно ужесточение? Потому этих- что думали, что дигитальный тахограф решает много проблем, но поскольку дигитальный тахограф то, что человек создал, другой человек ломает. Ну да. То есть и настолько много фальсификаций было, и настолько много аварий с трагическими последствиями. У людей нет границы, то есть нет меры недостатка. Ну да, Не- особенно если это деньги, бизнес, Да. надо больше, И больше, человек больше, да. больше, и он думает, что он силен, но он не силен. Человек Да. немощный, Физически. он засыпает. И когда случается, что засыпают и фальсифицированные данные с манипуляциями, то есть ускорили процесс. Вместо перехода 15 лет прошло 5 лет. Мгм. Теперь в сжатых сроках изготовили Smart 1, который опять надо менять будет на Smart 2, но Smart 2 тоже не все думают, что надо будет устанавливать, некоторые не верят. Вот, например, мы были 2 дня назад в автотранспортной дирекции, в Латвии выдана лицензия на 12 500 грузовиков. То есть, если их больше, конечно, но на международной перевозке 12,5 тысяч. С прошлого года августа до сегодняшнего дня, сегодня уже июнь, да, конец июня, то есть прошло больше-меньше это 8 месяцев. В течение 8 месяцев, как ты думаешь, сколько процентов из тех машин, которые до Нового года должны поменять, как ты думаешь, сколько за эти 8 месяцев поменяли и сколько за 6 месяцев еще надо поменять? Примерно. Ну, хочется надеяться, что процентов 30-40 поменяли уже, нет? Это хорошая попытка, да. Но поменяли 5%. Всего. Ой. 5% поменяли. 95% думают и ждут. Мы готовы. Мы автотранспортной дирекции сказали, что мы кидаем камушек в вашу сторону, потому что вы недостаточно активно агитировали. Потому что вы не объясняли. Мы говорим людям, надо менять, но вы же только деньги хотите заработать. Да, коммерческая может быть организация. поменяется, а может быть это не точно, а что вы тут навязываете, да? И оказывается, что с тех инспекций, которые участвовали, там из наших 13 инспекций, которые в Латвии есть, 8 участвовало и 5 не участвовало. То есть с этими 8 инспекциями поменяли 409 тахографов. И автотранспортная дирекция посчитала, что наверняка вот эти 5 еще 200 добавят. То есть 600. А 12,5 тысяч надо менять. У нас в инспекции 18 экспертов. Мы самая большая инспекция в Латвии. И мы готовы уже обучать и больше наших экспертов. Пока что где-то 7 человек могут это делать. Но остальным, ну зачем их сейчас обучать уже на то, чтобы меняли, если нет клиентов? Они все транспортные компании, много транспортных компаний ждут. Они ждут. Да. То есть есть компании, которые да, действительно соображают это, что в декабре, в октябре, декабре чисто физически не будет столько много то есть этих экспертов в Латвии, что могли бы всех поменять. Это во-первых. Чисто физически, потому что это же не за 5 минут можно поменять. Да? Я смотрел, в Латвии выдан примерно 60 карточек. Ну, на которые экспертов, да. да. То есть 60, если их всех, но не все, есть пожилые люди, которые не смогут это делать, они могут откалибровать шайбовый тахограф или дигитальный, но установить не смогут все. То есть половина точно не установит. Да? Если 30 устанавливает, то есть эти 10 или 11 тысяч машин невозможно поменять, даже если они работали с утра до вечера.
но им и надо еще калибровать те машины, которые приезжают. То есть факт таковой, что в данный момент мы не заказываем много тахографов, у нас есть полный склад с ним. Ну как, для нас это тоже деньги. Если там 100 тысяч или 200 тысяч вложено, да, но это не маленькие деньги для нормальных таких людей. Ну, есть, наверное, богачи-миллионеры, кто могут там 5 миллионов кинуть. Да, но мы вложили, и мы меняем. Но мы много не можем купить, да, потому что нет клиентов. Мы же не знаем, когда они приедут, и деньги надо вкладывать. То есть мы меняем, сколько приезжает, но октябрь, ноябрь, декабрь будет ситуация такова, что, во-первых, экспертов не хватит, во-вторых, сейчас все инспекции начнут заказывать в огромных объемах у производителя, но они тоже не могут. Поэтому производители все время нам спрашивают: слушайте, давайте заказывайте, сколько вам надо будет тахограф. Мы заказываем так, чтобы у нас осталось больше, но исходя из того, сколько нам заказывают, сколько приезжает. Мы же не заказываем, допустим, 1000 тахографов сразу. Мы не заказываем, у нас денег, во-первых, нет, потому что надо это в оборот пускать. Но когда придет октябрь-декабрь, я думаю, что порядка 30%, вот когда ролик выйдет, да, или когда вы посмотрите, как это случается, тогда можно будет прокрутить информацию, сколько же людей ждут в очереди в январе. Я думаю, что 30% будут ждать. Тогда же получается 12,5 тысяч, примерно 3-4 тысячи машин в следующий год могут не начать работать. Да. Либо начать нелегально. Или продавать их машин. Да. Но есть, конечно, будут смелые, кто, наверное, поедут, но там штрафы нереальные. Да. Штраф то, что едет без тахографа. И тот как же в какой стране, да? Это до 30 тысяч, да. Как в какой стране, да? То есть я думаю, что некоторые из этих 12 тысяч продадут машину, они не будут, но многие будут требовать в ноябре-декабре: давайте нас калибруйте. Очередь будет большая, мы делаем, чтобы это электронно могли записываться, иначе, слушай, вы же обещали меня 25 декабря, просто вы, наверное, забыли, чтобы не было недоразумений. Да. Мы делаем, чтобы это была запись электронно с подтверждением на смс-очкой или как-то, да. То есть и тогда не будет так, что я записывался, очередь будет страшная, а еще без очереди то, что не будет этих тахографов. И поэтому некоторые фирмы делают очень умно. Они нам говорят, что мы хотим выпишите, мы тоже предлагаем, выпишем счет вам на 20 машин. Вы оплачиваете, мы заказываем, у нас тахографы есть, и когда вы хотите, приезжайте, у вас гарантирован. Вот это самое хорошее, что, во-первых, у нас есть деньги, чтобы купить этот аппарат, и производитель уже произвел, потому что мы вовремя заказали. В декабре то, что мы требуем, да, то никто не сможет, потому что объемы будут расти. В Евросоюзе во всех странах будет похожая ситуация, может быть не такая катастрофическая, что 5,95, что в Латвии, да, но может быть будет 30 и 60. То есть объемы будут настолько большие нужны, что не будет таких объемов. Jā, jūs vecais tahogrāfs, principā veco mēs izņēmām ārā, vecais paliek pie jums. Okay. Mēs viņu pārdosim melnajā tirgu. Pārdosiet melnajā tirgu uz Kazahstānu, Krieviju, kur jūs vēlaties viņu pārdot. Tātad es... Nav, Latvijā viss tīrs ir, Latvijā nav melnā tirgus. Tātad veco tahogrāfu mēs jebkuram klientam atdodam atpakaļ, liekam iekšā kastītē, viss, mēs skatāmies visas detaļas, kas bija, iepakojumi, visi redzami, tā kā mēs no oficiāliem izplatītājiem viņus ņemam. Jaunais tahogrāfs, pastāstīšu ātri. Šī ir tā izsakaru antenas distance, viņa īsti sakaru ir, viņa var sakumu, policija braucot garām var pieslēgties. Eiropa un visa pasaule mēģinās ieviest tādu gan visās mašīnās, arī vieglajās mašīnās. Būs tā, ja, piemēram, avārija, mašīna varēs brīdināt. Šis tāds ir prototips tikai šobrīd, un principā pirmo, kam to ievieš, tās arī ir smagās mašīnas. Tālāk tā visa tehnoloģija tiks izmantot aizvien biežāk, ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā. Principā, un šī ir tieši tas vats, kas aiziet, tas ir antenas vats, tur iekšā ir smalka dzīsla, tāpēc ar to vadu jābūt uzmanīgi, viņi nedrīkst ne pārlocīt, neko. Tas ir esošais vats, kas jau bija, vai tas ir? Nē, tas ir jauns ievies. Pats ievilki? Jā, jauns ievies. Kur viņš aiziet tālāk? Viņš aiziet gar paneli lejā, un tad tā ir tā izskara antena. DSRC saucās. Dedicated Short range. Cik tālu viņš ir?
Rādījus es te negribu samalot. Ну, по apmēram. Man liekas, ka 30 metri viņš ņem, bet tā, piemēram, ka mēs lasam, lai policija varētu nolasīt, 10 metru rādījusā mierīgi var pieslēgties. Bet tā, ka Es domāju, ka tā tehnoloģija tikai vairāk un vairāk attīstīsies, tāpēc jābūt klāt, lai viņi varētu nolasīt. Tu domā, tas ir mīts tam, ka vadītājs vienkārši pabrauc garām un policija stāv kaut kur parkingā? Nē, tāds plāns jau ir. Tāds plāns arī ir. Tur ne tikai pa policiju tas ir. Tas vispār visā pasaulē mēģinās ieviest, lai varētu brīdināt, ka priekšā kaut kāda avārija būs uz luksusforiem uzstādītas arī tādas. Tā kā tas ir tikai tā ieviest. Īstenībā tur daudz kas ir dziļāk iekšā, pa ko var arī stāstīt un stāstīt. Tas ir, cik es esmu pats papētījis. Principā tā antena uzstādās jaunākām mašīnām, kas ir, jau ir iebūvētas šeit, bet tā kā šeit vieta nav, mums ir jāliek uz stikla. Un tad izvēlamies vai nu augšā, vai nu lejā. Volvo ir tāds ērts, ka viņam viegli piekļūt, un tāpēc mēs viņu izvelkam caur augšu un noliekam priekšā. Tādā ziņā. Tā ir, tad viņa slēdzās tieši šeit. Te var pieslēgt GNSS pastiprinātāju, kas satelīta signālu ķer, bet principā to neviens neizmanto. Nav. Viņš ir paredzēts. Ja kādreiz būs nepieciešams, tad viņi varēs pieslēgt. Eiropa pāries tikai uz savu satelītu sistēmu, Galileo. Tā kā es domāju, ka problēmas būs mazāk ar visādiem signāliem un tā tālāk. Šobrīd izmanto vispasaules GNSS signālu. Tā kā, jā. Šeit mēs noblombējam, kas pieslēdzās tahogrāfam visa elektrosistēma. Lai mēs nelīstu tur, jā? Lai jūs nelīst klāt, ja mēs redzēsim, ja kaut kas jūs ķerušies klāt, tad mēs redzēsim, kas ķerušies klāt, un mums būs jāveic padziļināta izpēte, ko jūs tur mēģinājāt darīt. Un iespējams, mēs varam paprasīt paskaidrojumu, kāpēc tur nav mūsu esošā blomba. Tā kā jūs oficiāli to varat, kā kaut kāda struktūra, kas pārbauda? Vai? Mēs jau esam struktūra, kas pārbauda. Es vienkārši teiktu, kā tehniķis uzstādu. Jā, kā tehniķis uzstādu, vienalga, kurai inspekcijai tas ir jāpārbauda. Tā kā. Pats tahogrāfs neatšķirās ne ar ko. Izskats tāds pats. Vienīgais teikt, agrāk bija metāla karkas, teikt, visi jaunie pārgājušas plasmasa. Tas nozīmē 12,25. Līdz kuram viņš tas ir baterija. Šeit ir baterija. Šobrīd ir oriģinālā. Jā. Viņš ir rādīts, ka viņš ir izlaists. Tā baterija ir no 12. Līdz 12. mēnesim 25. gadam. Viņa ir jāsamaina. Principā viņa ir ilgāk derīga, bet katrai baterijai ir savs termiņš. Un pie katras nākamās kalibrācijas mēs tad arī viņu samainam. Šobrīd šeit ir oriģinālā VDO. Fiksācija, tā kā jā, tur iekšā ir baterija. Katrā VDO tahogrāfā ir baterija, kas mainās pie inspicēšanas. Tas īsumā viss par tahogrāfu. Esmu jau ieprogrammējis visus pārmetis datus. Principā mašīna jau ir sadraudzējusies ar tahogrāfu. Varam doties jau bez mazliet tālāk. Viņš spraužās iekšā un tad viņš savā vietā ir. Tad displejiņš bišķīt labāks ir. Vairāk tā kā uz LED-veidīgo. Kaut kādas papildus funkcijas parādījās? Papildus funkcijas ir uzkraušanās, nokraušanās, kas būs, ko ieviesīs. Molatočki, amuriņas. Jā, papildus funkcija. Kas vēl tad ir fiksējās mašīnai? Vai tā ir kravu pārvadājuma vai pasažieru pārvadājuma, tas obligāti ir. Tas arī izdrukā un arī certifikātā rādīsies, ka jūsu mašīna ir kravu pārvadājuma. Jūs tagad to ieprogrammēsiet pareizi? Jā, jau ir ieprogrammēts, ka jūsu ir kravu pārvadājuma mašīna. Kas vēl? Ir satelīta signāls, viņš redz, kur jūs atrodaties, kādā augstumā jūs atrodaties. Lai vairāk zinātu par tahogrāfu, viņam tas ir tā kā papildus signāls. Nāk signāls par ātrumu no sensora, kas ir kārbā ieskrūvēts, un viņš uz apgriezieniem saka, cik jūs ātri braucat. Tad tur ir giroskops iekšā, kurš jūt kustību kādā leņķī, un principā es personīgi nevaru pastāstīt dziļāk, bet ja visi sensori, tālāk, piemēram, avārija bijusi, varēs redzēt, kas ir bijis, kas kā, un satelīts arī ir kā signāls. Par valodām jautājums. Viņš skatīsies, kas čipā ir? Viņš piesaista, kas ir čipā, valoda, bet viņu viegli arī var nomainīt. Šobrīd stāv angļu valoda, mēs viņu varam arī nomainīt. Paņemsim, izvēlēsimies valodu un nomainīsim. Visas, jā? Nomainīsim šobrīd uz latviešu valodu.
Nu, vadītājiem kaut kas ir jāzina, vai viņš kaut kā atšķirsies no tā, kas ir... Viss lietojumā, viss ir tieši tāpatās. Viss tās interfejs ir tāds pats. Tāpēc vadītāji iet 95. kodu, kur apmācās. Principā, ja visu darīja tā kā iepriekš, tad nebūtu nekāda problēma, ja viss pareizi tika darīts. Nā, kas man izbrīnīja, kad mēs runājām pirms tam, ka es biju domājis, ka atbraucam, kur tā kasti ir, to kasti samainam kā magnetofonu, braucam tālāk mierīgi. Agrāk tā bija, tagad tahogrāfs ir jauns. Tur vienkārši vecajā tahogrāfā bija cita sistēma, šī ir mazliet jaunākā. Un pats tahogrāfs viņam ir iedos, ka viņš uz 15 gadiem ir tā kā ejošs. Viņš 15 gadu derīgs, tā kā derīguma termiņš viņam iedos pēc 15 gadiem mainīs. Lai nebūtu tā kā agrāk, tur ir viena programma un viss. Ja kaut kas notiek, tad metam ārā, tad šobrīd tahogrāfu var atjaunināt. Principā, ne workshopā tas ir tieši uz darbnīcu jāatbrauc, un tad mēs varam atjaunot. To pats izplatītājs izlaiž atjauninājumu, viņam tas ir jāakceptē kopā ar Eiropas Savienību un visu, lai būtu pēc regulas. Un tad, principā, kad ir pieejams jauns atjauninājums, jūs pie nākamās kalibrācijas varat viņu atjaunot. Iekšā ir arī karšu sistēma, esošās kartes, un tās arī tiks atjauninātas. Arī tā kā atjauninājums, piemēram, ja mainās kaut kur robežas vai kaut kas, tad tahogrāfā to arī vajadzēs jauno karti iešūt, un tas arī notiks darbnīcā. Tā kā tahogrāfi laikam ejot arī paši atjaunināsies, kopā darbnīca atjauninās, un tā kā viņš nenovecos. Tā kā vecais, piemēram, bija vecs, un viss, tā ir tā kā smartphone, piemēram, iznāk jauns atjauninājums, un var viņu iešūt iekšā tahogrāfā. Zini, kas man jautājums ir bijis, par ko es vienmēr esmu domājis, kas man liekas, tas ir tāds arhaiska lieta, ka vadītājiem, ja kaut kas ir ne tā, jāprintē ārā tāpat ir spičatka un jāraksta roku. Parking problēmas, viss tas? Tas vienkārši ir pierādījums. Es domāju, ka vēl joprojām tā nekur tas nepaliek. Kāpēc tu nevar tur vienkārši ievadīt menu, ka man bija parking problēmas, un vienkārši tas arī ierakstās tā pašā. Tas jau vairs ne pie mums, tas jau. Не боль, но... Tas jau tālāk. Tā kā, principā, ja kāda problēma tahogrāfa un šoferis nezin, kā rīkoties, vienmēr ir vislabākais variants ir uzrakstīt, paņemt izraku un uzrakstīt, lai vismaz kaut kāds pierādījums ir taustāms. Jo ne visi arī varēs redzēt, nolasot to. Viņš varēs pastāstīt konkrēto situāciju, kas kā notika. Laiks tur tagad stāv. Sanāk, 0, ja? Jā. Mēs strādājam pēc tā laika, tā kā, iestat jaunu tahogrāfu vienmēr ir tās jāatbilst, viņam jābūt sekundē. GPS pieregulē laiku vienmēr, viņam nedrīkst būt lielāka atšķirība pēc normas, man liekas, viena sekunde drīkst tikai atšķirties no esošā laika īstā, reālā, kas ir no satelīta. Tāpēc viņš vienmēr pieregulē to laiku no satelīta ņem. GPS, viņam ir GPS, jūs varbūt arī varat tur mūsu mašīnas redzēt, vai nē? Nē, nevajag jaukt GPS ar GNSS, viņš ir taču GPS, kurš vienkārši ņem signālu, kur rāda, ka, piemēram, jūs izmantojat GPS, lai vadītos. Viņš izmanto satelītus, lai viņš zinātu, kādā augstumā ir, kādā ātrumā viņš brauc un kur viņš atrodas. Bet, ka maina valstis, viņš to dara automātiski. Viņš to dara automātiski, jūs vienkārši apstipriniet. Pārbraucot valsts robežu, viņš redz, ka jūs pārbraucat valsts robežu, tāpēc arī ir tās karšu sistēma ir iekšā, карты, kas ir. Он требует подтверждения, да, при пересечении? Но это не обязательно останавливаться, да? Jā, nav obligāti jāapstājās, jūs vienkārši šoku nospiežat un braucat tālāk. Время езды, да? Jā. Un, varu paskatīt, cik mēs laika ekonomēsim. Un degvielas. To jūs tagad pētīsiet. Visiem, es domāju, būs interesanti tieši to skatīties. Mēs to neredzējām. Viņš taču nerādā. Ne mapons, nekas šito. Okay. Tā kā labi, dosimies uz sensoru maiņu. Paprasīšu, lai jūs uzbraucat. Да, сейчас мы поедем на яму, поменяем датчик. Просто я вообще не знал, что у меня. Датчик коробки.
Tas viss ir cenā, jā, mums tagad. Viss ir Zini, cenā. Ko nopērts tahogrāfu, tagad pabaidi vēl pusmotoru. Nē, viss ir iekļauts cenā. Mēs jau sakam arī kopā, pērkat pie mums visu komplektu, gan darbu, gan preci. Un tad mēs, kā jūs mums iedodat mašīnu, mēs jums iedodam jau certificētu mašīnu un varat doties tālāk. Un garantija arī. Un garantija arī. Kas man ir vēl izbrīnījums, mēs pirms tam runājām, ka tahogrāfu neremontējas. Viņi ir kā melnas kastes. Pareizi, viss. Viņam kaut kas notiek, maina. Un tāpat arī šim, ja kaut kas notiek, būs jāmaina, ja viņš saplīs. Tāpēc Pēc avārijām bieži vien nav tā, ka tu vari avarējušas mašīnas tahogrāfu paņemt. Tīpaši, ja viņam ir giroskops iekšā. Visticamāk, ka arī tās pie avārijām. Tā kā, lai nebūs tā, ka mašīna ir avārijā un viņi pa detaļām salasa un tad tahogrāfu ieliek kaut kur citur. Un sensors būs konkrētais, ko mēs skrūvēsim kārbā, būs konkrēti sasaistīts ar šo tahogrāfu. Sensors nebūs iespējams viņu izmantot ar kādu citu tahogrāfu, un viņš būs tieši sasaistīts ar šo. Tā kā, ja kādreiz vajadzēs mainīt tahogrāfu, tad arī sensors mainās kopā ar tahogrāfu. Tas ir, lai izbēgtu nekādas manipulācijas, lai nebūtu un vispārējais. Un arī jaunie sensori, es pastāstīšu to drīzāk tur apakšā, kad mainīšu, ka jaunos сенсоров grūti noviltot. Немножко хотели с вами поговорить еще про режим труда и отдыха. Именно со стороны водителей, какая тема более всего доставляет трудностей, понимания или интерпретации, где больше всего недопонимания случается? Больше всего проблема в том, что человек становится как под микроскопом, и он не может... элементарнейшие вещи. Любой человек может что-то забыть, что-то не успеть, где-то пробочка. И каждый раз ты в стрессе. Да, но стресс это самое худшее, что есть у перевозчиков, что это стресс, что он обязан выполнить, потому что за каждую минуту, например, в Испании, за 1 минуту вы можете получить 4600 евро штраф. Потому что 1 минуты меньше ежедневного отдыха, и ежедневный отдых не считать. И опять транспортник может поставить галочку, чтобы он считал или не считал, да? Но самым строжайшим образом может посчитать, что ежедневного отдыха не было или 45-минутного отдыха не было. И мы учим, как тахограф надо делать так, чтобы он не зачислил неправильно. То есть мы рассказываем, в каких ситуациях тахограф может 2 минуты добавить туда-сюда. То есть, потому что алгоритм создан для тахографа, чтобы он на всех случаях как-то одинаково действовал. И бывает так, что нет 1 минуты в 45-минутном режиме, ты катался 4,5 часа, 44 минуты у тебя и опять 4500. То есть ты 100% нарушил, а там от 50% уже и от 3300 евро до 4600. То есть любой, который хочет в том государстве, который не любит, что там кто-то приезжает откуда-то, да, тут работать местным, и он может самым строжайшим образом применить вот этот штраф. 4600 и машину оставить там, пока не будет уплачен штраф, пока не будет отдых взятый. То есть вот эти минуточки, вот это самое страшное, мне жалко тех водителей, потому что они как на расстрел идут. Если было бы так, что человек в принципе работал нормально, ну какая проблема, минута туда-сюда. Но есть возможность применения вот этой 1 минуты строжайшим образом, что люди потом в долгах годами отрабатывают эти долги. Я видел лично своими глазами, не буду объяснять, какая фирма, что. Значит, один штраф был 14 тысяч, это популярный был штраф, но я видел своими глазами 44 тысячи евро нашей одной латвийской компании, то, что за границей поставили, да, и там была вина, да? Не буду опять углубляться, но очень часто люди приходят к нам, и мы понимаем, что в больших это понятно, там было нарушение, а в маленьких ситуациях водитель просто не знал, что у него есть каждый день такое нарушение. И поэтому мы создавали вот эту программу, которая в данный момент тахограмм. Да. И теперь каждый водитель, который не хочет платить большие деньги, потому что он 1 минуту нарушил, он имеет хорошую возможность, там где-то 2,5 или 3 евро в месяц, если берешь 6 месяцев, сразу дешевле там выходит, если 3 месяца или 1 месяц, там чуть подороже, но он может за эти 5 евриков, это 1 гамбургер, по большому счету, он может за эти деньги каждый день смотреть с мобильным телефоном, считывать данные и каждый день смотреть и наблюдать свои нарушения. Конечно, есть бесплатные эти программы.
Есть бесплатные, но бесплатные, ну, оно есть бесплатное. Там никому не позвонишь, не скажешь, слушай, я пользовался вашей бесплатной, а меня оштрафовали. То есть мы делаем наижестчим образом эту программу, что жестче, чем любой полицейский может применить эту регулу, вот так мы делаем. И иногда водители видят эту проблему, нам звонят, спрашивают, а что такое? Почему такая проблема? Мы объясняем. Но мы эту программу используем еще как компания, потому что не секрет, что и перевозчик ответственен за то, что водители соблюдали бы режим труда и отдыха, чтобы у них не было ошибок. То, что мы делаем, мы берем там каждую неделю, месяц, просматриваем статистику, что у нас какие есть. Да, наверное, самое распространенное, что мы видим, там где-то минутка, 2-3. Вот Паша по опыту говорит, что иногда, например, там 9 часов отстоял, но еще 5 минут, 10 минут еще постоять. Это миф или это правда? Тахограф реально, ему нравится, когда больше постоишь? Чтобы не протянуть очень, но есть такое, что тахограф начинает считать отдых от той минуты, когда вы поставили либо молоточки, либо конвертик после длительного отдыха. Но теперь выходит так, что мы учим, что надо поставить карточку, перед ставите карточку, надо поставить молоточки в тахографе. А почему так? Чего вы придрались за эти молоточки? Дело в том, что вы вставили чип, например, в 9:00. Ну, допустим, вставили. Но, как любой другой водитель, он не думает о том, что там молоточки были, не были, и он на койке поставил, он пока водил там вводил то, что он делал предыдущие 2 дня, там он водил, потом начало страны нажал, может еще с кем-то поболтал, и потом через 10 минут или 20 минут, давай я поеду, он нажал молоточки или вообще сразу поехал. Тахограф с какого момента начинает считать, что вы поехали, начался рабочий день? Да? Ну, с момента, когда чип туда вставили. Нет, тахограф не считает это. Тахограф считает с того момента, когда длительная коечка поменялась либо на конвертик, либо на работу, либо на езду. Вот тахограф начинает 9:30, а вы вставили чип. А в чип вставили в 9:00. А любой полицейский в своей тахоскан может поставить, что любое вставление чипа поменять на молоточки. И вот полицейская программа начинает отсчет от 9:00, а тахограф от 9:30. И он дает от 9:30 15 часов езды. И вы могли бы закончить, но тахограф позволяет, что терять время, да, вы еще едете, да, полицейский оставляет, он говорит, слушай, у тебя нарушение, 9 часов отдыха нет, почему? Потому что ты же начал в 9, как в 9? И теперь выходит, кто виноват? Вы вставили карточку и нажимали кнопочки, вы же работали, оформляли свои документы. Вы чип вставляли, тоже работали. Но с того момента вы фальсифицировали данные и в тахографе записали полчаса отдыха, которого не было. Потому что смена здесь началась. И вот все в том, что в тонкостях мы рассказываем, кому надо, и в тахограмме тоже видно, да, там, но тахограмм опять может там поставить, как считать или не считать этой работы. Но мы ставим жестким образом, что считать с момента вставления или с момента, когда вытащил. То есть мы говорим, что тахограф может, потому что вы лгали тахограф, что вы отдыхаете, но в общем-то вы нажимали кнопочки, а мы программа это прекращаем. И вот наша программа говорит, что вы отработали 15:30. Нам звонит, слушай, а что ваша программа говорит, что я 15:30? Я точно занимал. Он на распечатку может сделать. И на распечатке будет 9:30 до 15 часов вперед. А в программе видно, что вы вставили чип. С того момента пошла ваша работа. И вот в таких мелочевках можно найти, что очень людей из-за незнания, они платят большие деньги. Но это после длительного отдыха. Например, потому что я до 9, на 11 часов я чип не выбираю. Да, если вы в машине, чип не выбираете, да. Но опять же, если вы поставите начало страну еще полчаса посидеть, да, тогда опять мы считаем, что с того момента, а тахограф считает с того момента, когда молоточки пошли, или конвертик, или вождение. То бишь ты смену открыл? Я отсчитываю с момента открытия смены. Но вы считаете это одно дело, второе дело, когда тахограф считает, потому что через 15 часов вы же забыли, если есть кто записывает. Но самое важное то, что мы учим, чтобы правильно пользоваться тахографом, чтобы тахограф следил, когда вы начали и закончили работу. Потому что если человеку еще надо записывать, во сколько он чип ставил, во сколько он смену открыл, во сколько он молоточек поставил, ну зачем это дигитальный тахограф, он вообще считает? Он считает для того, чтобы
подсказывать, потому что он считает 2 недели назад и 3 недели назад считает, он это все подтягивает, да, чтобы все было нормально. И поэтому мы учим, чтобы, если вы что-то делаете, там нажимаете, вводите, то это должно быть на молоточках. Но на молоточках невозможно поменять, пока вы не закончите все свои нажимания. Поэтому единственная возможность в чипе получить ту минуту, которую вы нажимаете на кнопочках, мануально поставить в тахографе еще без чипа молоточки. И тогда, в тахографе может он стоять без чипа и всю ночь на молоточках. Это никому не важно, потому что важно, что в чипе написано. И когда на молоточки поставили, чип вставили, автоматически с того момента тахограф в чип записывает молоточки. И теперь тахограф с этого момента дает вам и недельный отчет, то есть 6-дневную. Он все считает с этого момента, когда молоточки были, а вы их поставили перед вставлением в чип молоточки, чип и тахограф записал правильно. То есть полицейский видит то, что тахограф видит. Иначе полицейский видит совсем другую картину. У водителя даже на распечатке все хорошо, отлично, а полицейский говорит, да ничего не отлично. Вот то, ничего не отлично. Ну да, уже послабление. Nu, jūsu mašīna ir tīra diezgan, jā? Mēs mazgājam, jā. Tātad šeit atrodas sensors, kas ir savienots ar tahogrāfu, kas ir savienots ar tahogrāfu. Un šeit var redzēt mūsu LV7 blombīti, pie mums esat veikuši pēdējo kalibrāciju. Šitai mašīna? Jā. Jā, pie mums esat veikuši pēdējo kalibrāciju. Un tā var redzēt, kura inspekcija tieši un kurā valstī ir blombēta kārba. Tā kā, ja inspekcija ir veikta tieši pie mums, tad jābūt obligāti mūsu blombē. LV7 tas ir jūsu numurs, pareizi? Jā, tas ir mūsējais numurs. Okay. Jā, tad tagad mēs ņemsim nost marķējumu tieši no Volvo. Jūsu konkrētajiem modelim mašīnai ir sensora garums 23,8 mm. Izmantojam VDO sensors tieši. Mūsu uzskatā tie ir labākie, ja? Ir arī citi varianti, bet mēs viņus neatzīstam šobrīd. Šobrīd tirgū nav nekā labāk. Tā ir jaunākā paudze tieši sensoram. Šie ir pēdējais izlaidums. R1.21, tā ir jaunākais izlaidums. Principā pašu sensoru. Agrāk, ja bija viņi no metāla, un tā, ka sensora darbība apstādināta, tad šobrīd tas nav iespējams, ir jau tā veicināts un arī atjaunots. Pirmā versija bija 1.1, tad jau ir 1.21, tā kā jaunākā versija. Ja veic kaut kādu valcēšanu vai ko, uzreiz plasmasā tas būs redzams. Būs kaut kādi kropļojumi, un mēs pie inspekcijas to uzreiz pamanīsim un pateiksim. Vai nu apturam inspekciju, vai nu arī tad kaut kādas tālākas sankcijas veido. Ir marķējums katram sensoram ir savs sensoru numurs. Tā kā to arī nevar samainīt. It īpaši šobrīd ar jauno tahogrāfu dara tikai viens sensors. Tāds sensors, kāds ir piepārots viņam, citu vairs nevar piepārot. Bet pats sensors pats ar sevi, viņš ir maksimāli vienkārši pareizi. Viņš ir skaita vienkārši apgrieziena skaits. Skaita apgrieziena skaits. Tur ir kardāns iet un nekādas augstākās matemātikas. Un vēl šeit iekšā ir iestrādāta speciāls tāds, tā kā es nemācēšu paskaidrot, kā viņi to izstrādā. Izstrādā viņu ļoti profesionāli un lai neviens neredz. Ja kaut ko mēģina vilkt ārā vai kaut kā kustināt, iekšā uzreiz saplīst vidējā viņš tā kā marķējums ir vidējais vidurplāns. Un ja kaut kā pavilks, uzreiz būs ieplīsums vai deformācija. Tā kā ar agrākām valcēšanām arī tas vairs neies cauri. Tā kā mēs ļoti apmierināti, nekāda problēma vispār nav ar šiem jauniem sensoriem. Miljonu nobraucas un nekāda problēma. Tad mēs ņemam nost konektoru, kas ir pie sensora. Atskrūvēsim viņu vaļā. Diezgan nieki pieskrūvā. Skrūvējās ārā. Kārba tīra, jo mēs viņu nesam labojam. Kur vecais sensors, principā identiski, gan arī nav identiski. Tas arī, man liekas, ir VDO ražojums. Tas ir VDO ražojums, tikai šitien ir metāla. Tad viņš nobužļāts, nevar redzēt, bet viņš ir no metāla un cits modelīts. Viņam magnetu vēl varēja uzlikt, jā? Šiem jau nē. Tas ir
tas jau ir jaunāks paudzes, tam arī nevarēja. Principā jāstāsta obligāti, lai nepaliek nekādas blīves, kā šī gadījumā. Citādi, ka sanāk 2 blīves ulikt vienu pa otru virsū. Šo mēs arī atdosim jums. Mēs visas detaļas, ko demontējam, atdodam. Uz melno tirgu. Atdodam jums. Nu, šis jau labs sensors, jūs varat viņu izdomāt, kur jūs viņu tālāk, kā jūs viņu melnajā tirgu pārdosim. Mēs jau drīz mašīnu savāksim no vecajām detaļām, ne? Skrūvējam melno sensoru iekšā. Tā kā kārba tīra, mēs citreiz veicam kārbai aptīram apkārt, lai nesabirst nekas iekšā. Šeit viss tīrs, viss skaisti. Izmantojam Newtonmetru atslēgu. Tieši uz maksimālais, ko var pielikt sensori, 40 Newtonmetru. Tā kā nevar. Metāls ir diezgan mīksts, viņu var pārvilkt, un ja citreiz kādam spēks par daudz putru no rīta saēdies, par daudz var pārvilkt, un tad liels problēmas, principā, kārpas maiņa, jo paliek iekšā, kā tu dabūsi to vītni ārā. Tā mēs uzvalkam, un līdz klikšķim. 2 reiz pārbaudu, ir klikšķis, viss sensors stiprāk vairs nevar vilkt. Liekam atpakaļ štekeri. Štekeris spraužās tāpatās. Atrodam, kurā pozīcijā. Viņš tikai vienā pozīcijā spraužās virsū. Viņš kā ieiet iekšā, tad mēs viņu varam pagriezt iekšā. Pagriež. Pie kalibrācijas tiks uzlikta marķēta blomba. Šobrīd man kā uzstādītājiem es tikai uzstādu, savienoju visu. Vari pastāstīt to, ja var to pastāstīt, kāpēc ir tāds likums, ka, ja tu uzstādīji tahogrāfu, mainīji šo sensoru, kalibrēt tev nav tiesību, lai kaut kāds interešu konflikts vai kas ir? Nu, tas ir tā kā Eiropa pieprasa tādu. Jā, bet kaut kāda, kas tam apakšā visam stāstīt? Kas tam apakšā ir, lai būtu precīza uzstādīšana, lai nebūtu veikts arī nekādas, jo pie inspekcijas pārbauda visu, kā strādā sensors, kāda ir savienojuma, vai nav bojāti, vai te vadi nekarājās, vai signāls pienāk. Un, principā, Tu vari būt subjektīvs, jo tu pats darīji to darbu. Es esmu subjektīvs, es visu te izdarīšu, piegriezīšu un tā tālāk, un beigās nekas nestrādā, bet es tak visu izdarīju ideāli. Jā. Tā kā, principā, sensori esam nomainījuši, jā. Paldies. Principā visu palielam uzstādījām? Gan arī jau esam pabeiguši, Mums tas aizņēma mazāk par stundu. Nu, pati uzstādīšana, programmēšana aizņem. Neņemiet, ka mazāk par stundu, nu, pati uzstādīšana stundu pusotra aiziet, jā. Okay. Tas ir, ja viss pa sviestu iet, jo ir dažādi mašīnu modeļi. Man personīgi Volvo patīk, tā kā man... На Renault точно так же, да, все? Salonā vienīgais. Salons atšķirās, dačiki var būt dažādi. Dafiem līdzīgi ir arī Scania citur ir izstrādāts. Dafam ir malā, atšķirībā, kam ir manuālā automātiskā kārba. Citiem līst eļā ārā. Citreiz sanāk pamazgāties eļļā. Viņam ir dačiks nevis šeit, kā šeit, kur eļļa gan iznetad, bet kur ir līmenis. Un to atskroja vaļā, un tad eļļa līst ārā, jāiztaisa ciet kaut kā, un jābūt pārliecinātam, kāds izmērs ir. Esam dzirdējuši, ka Volvo tieši kaut kādām tādām manipulācijām ļoti, ļoti gudri izstrādāta tādā ziņā. Mums, principā, no 7 mašīnām 3 ar tādu pat zinēju, tā kā. Nē, man personīgi ļoti ērti šeit pieeja. Jums arī viss tīrs, viss smuki, nav nekas sakritis, nomainīt viegli. Protams, dažādas mašīnas Dafam, MAN ir grūtāk. Scania arī ir diezgan viegli mainīt. Mercedesiem sensors ir no augšas, tur grūtāk. Tāpēc katrai mašīnai tā darba specifika ir citādāk. Jums arī redzējāt, šim Volvo modelim panelis, cik viegli noņemās nost. Es varu ievilkt īsakaru distances antenu un, principā, darbs iet patīkam uz priekšu un no rokas. Tā kā... Labi. Kas ir tālāk sanāk? Mēs pamainījām tahogrāfu salonā, uzlikām speciālu jaunu antenu, kas nav bijis, pamainījām sensoru un nākošais solis ir? Nomainījām tahogrāfu, pārmetām parametrus, ieprogrammējām pareizos parametrus, kādi ir attiecīgajai mašīnai. Lai visi darba laiki, visi strādā, jo var jau ielikt arī vienkārši tahogrāfu, kurš ir tukšs no rūpnīcas, bet tur viņi nedraudzējās mašīna, nestrādās nekas. Tāpēc katrai mašīnai, katram modelim un katram gadam ir principā specifiska programmatūra. Principā, gan arī darbu esam pabeiguši, tad jau tālāk turpināsiet ar kalibrāciju. Ar citu cilvēku.
Tā kā izdosim jums Jā, paldies tev, Jāni, liels. maiņas aktu, izdosim. Tā Un kā- ar tuvojušiem vārtu svētkiem tev. Jā. Mēs to darām pāris dienas pirms Līgo un Jāņa svētkiem. Tāpēc. Kas ir īstenībā liels paldies, jo mēs mēģinām kaut kādas mašīnas tagad servisā pierakstīt, tad tā aizsveram viss, kas ir aizsveram. Latvijā ir ļoti tāds stiprs Līgo un Jāņa svinēšanas kults. Cilvēki atpūšas. Tas ir labi laikam. Okay. Вопрос у нас был еще по поводу пакета мобильности и изменений по поводу 24, 24, 45. Ну, то бишь 24, 24 вернуться в страну. Да. Значит, для того, чтобы использовать это бонус такой, который предложила сейчас Европа, до этого было так. Любые 2 недели должна быть одна 45-ка. Любые 2 недели. Отрезал 2 недели, нет ни одной 45-ки, значит у тебя нарушение. Отрезал, но теперь где-то там началось в одной неделе, кончилось в другой. Любой водитель может или сюда затянуть эту 45-ку, или 24-ку, или туда, если он попадает с одной недели в другую. То есть он отрезал, смотрит, там кусочек 45-ки, там кусочек, да. Но важно, чтобы этот не ушло на предыдущее, то есть он тянет куда хочет. Но теперь разрешили, что отрезав 2 недели, возможно, что там ни одной 45-ки не может быть, и даже не началось и не кончилось. То есть, но только при условии, если это была международная поездка. Международная это значит, что любая из этих отдыхов 24, которые должны быть там, ну, через каждые 6 дней надо быть хотя бы одна 24, что она началась вне страны, где вы зарегистрированы. То бишь мы, типа, если получается возвращаться в Латвию и сделать здесь 24, по идее ты не можешь обратно ехать. Нет, Сделал в Европе, если у вас обе эти 24 начались в Латвии, или хотя бы одна началась в Латвии, значит вы не имеете права, что вам отрезали 2 недели, у вас нет ни одной 45. Это номер 1. Что надо, чтобы обе они начались, неизвестно где они закончились, может быть они на пароме едут или как, но начало должно быть не в Латвии, если латвийские предприниматели. Теперь, во-вторых, то есть если такое есть, значит вы отступили от требований, что в 2 недели есть хотя бы одна 45-ка. Если вы отступили, то теперь предыдущей должна быть 45-ка, 2 24-ки, и теперь следующий еженедельный отдых. По большому счету он будет 45-ка, но нигде не указано, что он обязательно должен быть 45-ка. Но через 2 24-ки нужные, конечно, могут быть и ненужные, что там еще ненужные, об этих пока что не говорю. То есть 2 нужные 24-ки, следующий еженедельный отдых, и теперь до него, до начала вот этого еженедельного, вы обе компенсации должны добавить вместе и взять перед следующим еженедельным отдыхом. 45 или 24, в основном это будет 45. Значит, раньше было так, что любую компенсацию вы берете в течение 3 лет до конца 3-й недели, которые следуют за ней, до конца недели. А в данный момент никакие 3 недели нельзя ждать. Значит, сэкономил, то есть сократил, обе сложить вместе и поставить перед следующим еженеделей. Значит, что это значит перед? Перед это значит, что рабочая неделя, 6 дней, которые, ну, мы называем это рабочей неделей, да, что они сокращаются, потому что там через 144 часа или 6 суток должна быть еженедельная, но перед ней должны быть эти 2 компенсации сразу вместе. Ну вот такой примерно склад. Что, получается, мы поменяли датчик уже, да? Да. Поменяли сам тахограф, и как будто бы мы готовы ехать. Практически установка произведена. Нам осталось откалибровать тахограф, проверить, что все установлено правильно, все работает. Да. С машиной дружит, что нет никаких новых ошибок, что тахограф правильно реагирует на все. Да. И пробег фиксируется как бы правильный, да? Пробег не обнуляется у машины. Да, ну вообще скорость у машины регистрируется, получается, получает скорость саму с датчика, который поменяли. Да. И это тоже нюанс. При любой замене датчика нужна была бы калибровка новая. Да. И это плюс еще при этом, это по законодательству, во-первых, а во-вторых, мы проверим сразу, как датчик работает, правильно ли импульсы. Он регистрирует импульсы, и мы, например, сравниваем со старыми, чтобы, если размер колес не изменялся, чтобы импульсы, ну, скажем так,
не были совсем там в 2 раза больше, чем были, потому что тогда это покажет, что что-то так не должно быть. Импульсы сильно могут измениться только в том случае, если редуктор поменяли или совсем размер колеса другой и так далее. Это миф, да, что если колеса изнашиваются, то надо, что он начинает неправильно показывать? Нет, это не миф, потому что при калибровке мы меряем окружность колеса. И То есть мы сейчас будем тоже замерять? сейчас мы это все будем делать, да, все покажем. Мы замерим колеса и под эти колеса откалибруем. То есть, если вы приедете к нам... Но меняется под ведущую ось. Да, под ведущую обязательно. Передок Перед пофигу. меняется размер, это на тахограф не влияет. Мы меняли даже. В этой машине раньше были другой размер колес. У нас бывало, что люди приезжают, говорят, мы поменяли колеса, я мерю, я говорю, ну, все в нормах, все отлично. Он говорит, я передний поменял. Я говорю, ну, извини, тогда не к нам. Ну, Вот, то есть... вот такой важный момент, да, потому что все же тоже думают, вот, любые колеса поменял и все. На прицепе поменял, давай левый тахограф. Да. Слушай, ну тоже смотрю, тахограф этот, он до 1 миллиона, да, километров? Нет, это мы уже запрограммировали. У тахографа он совсем новый. Да. И мы запрограммировали с вашего старого тахографа, скачали Да. все данные и закачали ваш пробег с вашей машины в этот тахограф. Да, но там показывает сейчас у нас машина обнулилась просто. Была миллионником. А этот тахограф, да, показывает. У вас у нас 50 тысяч пробега только. на спидометре у вас, конечно, показывает, За что 100 у вас, тысяч продадим. что у вас есть 1 миллион, да, уже больше 1 миллиона. А Да. тахограф, видишь, он щадит вас, и он не показывает Новая так машина много. просто. Чисто Да. психологически чувствуешь себя сразу лучше, да? Да, да. Полгода только тачки там меньше. Сейчас мы начнем калибровать тахограф. Да. И вот уже приготовили техпаспорт. Сейчас скопируем его. Тебе для чего? Чтобы все данные ввести, потому что много из данных будет указываться в сертификате. Данные типа ВИН-номер ты имеешь в виду? Или Номер машины, первая регистрация, Окей. ВИН-код, ваша фирма. Это все в таху вбивается сразу? да? Нет, это мы вбиваем в свою систему, Да. калибруем тахограф, потом файл скачиваем с нашего чипа мастерской, вставляем в себе в систему, и система уже генерирует сертификат. Это чисто для сертификата? да? Для сертификата, да. А в тахографе просто номер машины, да? как идет? Ну, самые важные параметры: ВИН-код, номер ВИН-код машины, тоже есть, да. ВИН-код указан, номер машины, размер колес, окружность колес. Размер колес в тахе тоже? Да, да, то есть Это если... во всех тахах так было? Да, размер это колес? было в шайбовом, это было в сертификате, но в нем не было, потому что в шайбовом, как я говорю, мозгов не было, да, он Да. рисовал там и Безмозглый. все, да, безмозглый. Поэтому его обмануть легко было. Ну понятно. Блондинка. Да. Уже в дигитальном, уже все, любую распечатку брали, и вы даже видели не такие, как сейчас. Прошлая калибровка сохранялась. На распечатке видно было, что в прошлой калибровке были такие колеса, сейчас такие. Это в распечатке. Это все в распечатке технических данных видно. Вот. Да, есть очень много нюансов. Это кажется, что тахограф такая, как магнитофон, но там есть столько функций всяких, которые даже, когда водитель едет, ему, может быть, это как бы не использует даже, а что влияет именно на там, скорость, всякие нюансы есть. Так как у нас новый тахограф, мы сделаем распечатку технических данных, Да. чтобы я мог номер тахографа ввести сразу в систему нашу, и распечатать протокол. А ваша система, она как-то связана с этим тахографом каким-то образом? По беспроводным? Нет, не наша связано? система — это наша внутренняя система. Да, Это просто тупо для да, мы сертификата. сами для себя разработали, у нас база данных, Мгм. все время там мы что-то улучшаем. То есть, Слушай, еще вопрос у меня такой к тебе Да. сразу. Смотри, мы же используем Мапон, да, и мы используем тахограф. да. Им надо будет сообщать о том, что у нас произошла замена тахографа? Либо там уже все налажено? Само по себе. Лучше созвонить. Сообщить, Мы да? разговаривали с Мапоном насчет этого вопроса, да, и пришли к такому выводу, что позвонить им, объяснить, что у нас был дигитальный тахограф, нам Да. установили Smart 2, они в своей системе все, что надо, изменят, посмотрят. Без физического Да, воздействия, я думаю, что если мы в рабочее время, скорее всего, сегодня впишемся, мы даже просто отзвоним в Мапон и скажем: ребята, вот мы установили новый тахограф, проверьте, пожалуйста, работает все. Нам дают позитивный ответ, все, мы уверены, что Смотри, еще время надо будет, да, поменять, сбилось время? да, да, да.
Оно сейчас, это показывается УТЦ время. А. Просто не настроено Понял. так, как еще не откалибровали. Это только после калибровки уже будешь... Это тогда- можно сейчас просто, пока он даже не активизированный. Вот тут, например, вот этот значок, Да. как восьмерочка. Вот это показывает, что тахограф не активизирован еще. Понял. То есть даже если сейчас мы пытаемся поставить водительскую карту, он ее будет выплевывать. Ну и перед, скажем так, коммерческим использованием этого транспорта еще надо будет привязать тахограф к Да. карточке фирмы. Это обязательно надо сделать. Замена любого тахографа, так было всегда. Да. Это не только пошел, когда вышел Smart 2, это было и у дигитального тахографа. Слушай, ну а если, например, вот сейчас, окей, мы, например, забыли карточку фирмы, Да. вот сейчас все сделаем, и хлоп, и поедем сразу в рейс. Нас, ну, типа, Но это будут уже санкции, да, большие? зависит от того, насколько вы удачные ребята. Если вас Ну, контроль окей, остановит или будем- не остановит. Будем считать, что нас останавливают. Тогда в Европе уже не первый раз слышал, что штрафуют. Большие штрафы. Да, один клиент получил, не соврать, 790 евро штраф за то, что Не- только не не привязана фирма. Да, да. И тоже была ситуация, что он менял тахограф, и Да. просто не... Мы привязал, пытаемся всех предупредить. То есть Всегда. это прям важный момент. Это важный момент, потому что это грозит штрафом. И причем это штраф будет, получается, пока машина не привяжется к фирме. Это любой контроль. Любой Получается, контроль это видно. Мы можем здесь даже... контроль и по Вот пути сейчас домой могу даже всё, показать, и как мы это можем выходит. проверить. Да, мы можем это проверить сейчас визуально, даже пока не активизирован тахограф. Ну давай покажи как. Вот так, у нас Сейчас. тахограф на латышском языке. У нас ВДО тахограф. Как вот один нюанс сразу как раз расскажу. Вот значок Bluetooth у нас есть. Да. У ВДО тахограф элементарно понять, что это Smart 2 появилась значок Bluetooth. Да. У- Не на экранчике, как Да, бы, вот сбоку выше экрана да. с правой стороны. То есть это первый такой типа. как Да, самая элементарная визуальная вещь, как определить, что это второй смарт уже и что он будет годен перевозкам с 2025 года уже. И сейчас годен, и с 1 января 2025 года уже будет обязательно. Да, дальше. Вот, и так мы можем, как любой водитель может даже проверить, привязан ли у него тахограф к фирме или нет. Вот сейчас нажмем ОК, идем вниз, пока будет наверху у нас не ievads, а parādīt автомобилис. Вниз, вниз, вниз. Uzņem автомобилис, uzņēmums, да? Окей. Нажимаем ОК, и как видим, у нас прочерки. Потому что на данный момент у нас тахограф не привязан. А когда будет привязан, тогда. Тогда тут у ВДО показывается номер карточки фирмы. У каждой карточки свой номер. И Да. тогда можно взять в руки карточку и сравнить. А если это тахограф Stoneridge, тогда будет название фирмы показываться на экране. Название фирмы транспорта. Транспортные перевозчика, да. Понял. Так, и сейчас мы возьмем тогда распечатку технических данных. Окей. Так как мы нажимаем, сейчас покажу, нажимаем ОК, так как нет водительской карточки, этот тахограф уже не предлагает даже водителя, потому что он понимает, что ее нет. Он сразу предлагает распечатать с автомобиля. Нажимаем ОК. Нас интересует вниз, вниз, автомобили с технические даты. Окей. Сейчас нас спрашивает, эту распечатку делать в УТЦ времени или нет. Вопрос. Да. Тахограф продается с бумагой? Конечно, конечно. Бумага включена. Слушай, на второй стороне он тоже печатает? Нет. Нет? Вторая сторона, вот, можем сразу показать. Да. Не, я имею в виду, если перевернуть бумагу, Нет. заранее подготовить распечатку. Нет, мы можем даже это протестировать, показать. Ну ты что- понимаешь, о чем? Да, это было, чтобы всем было понятно. Как бывает, что нечаянно водители вставляют, и к нам приезжают, говорят, что картридж закончился, хоть картриджа там нету. Берем опять ту же распечатку, чтобы сравнить, и печатаем. Все красиво как бы выдает, а ничего не выдает. Да, но смотри, если у меня уже здесь было все подготовлено, скручено назад, Ну, я понял, но со смартом это все Не уже, прокатывает, да, это уже, это было давным-давно и уже неправда. ну почему, правда? Да-да. Просто она уже не работает. Так что так, ну вот, и
Смотрим, это распечатка технических данных, которые мы взяли. Вот указан номер вашей машины. ЯУ-1984, ЯУ-1984. Так, в тахограф уже введен ваш номер машины, ваш ВИН-код введен. Да, Тут мы видим как тип тахографа. да, Тут мы видим номер тахографа. да. И вот один из нюансов тоже, как можно сказать, Gen 2 V2. Это показывает, что генерация 2 и второе поколение. Это Smart 2. Вот его версия, это VDO 4126. 4.1, считаем так. И вот этот показывает параметр, какие карты. То есть есть еще нюанс, что Карты, мировые. Карта как Google карта такая же, да, они вот показываются, и будет через какое-то время обновление. Если ситуация в мире разная, если какие-то границы или что-то меняется, карта обновляется и в тахограф зашивается опять. Дальше тут мы видим номер, называем это DSRC, вот этой вот антенны, которая установлена на стекле. Антенна думана для того, чтобы полиция ехала мимо вас, или будут уже установлены такие рамки. Знаешь, еще что хотел, какой вопрос спросить? Зажигание должно быть включенным для того, чтобы считывать данные? Либо ну, например, на паркинге на девятке стою, Да. могут проверить? Или- Обычно, когда антенна работает тогда, когда у нее есть зажигание. То есть на девятке меня мы не при проверят. каждой калибровке, я не хочу на 100% говорить, но мы при каждой калибровке, когда проверяем, если мы забыли включить зажигание, мы не можем подключиться к антенне. Сможет ли полиция? Я думаю, что нет. Я понял. На данный момент. Но это такой тоже момент. Знаешь, ты стоишь на девятке на паркинге, тебя хоп и вздрючили. Многие уже рассказывают, что подъезжают, стоят минут 5. Ждут, да? Ну, да, и видно, что посмотрели и уехали. Слушай, еще вопрос такой. Никакой дополнительной наклейки никуда не клеится, которая оповещает полицию, например, о том, что здесь уже стоит такой тахограф. Не надо ничего клеить дополнительного. Дополнительно нет, но меняется при каждой калибровке. Не, я имею в виду, что, например, смотри, вот стоит на паркинге там 100 машин. Да. И вот полиция, она не поймет же, у какой машины какой тахограф Нет, но стоит. полицейский может быть, если он совсем умный, он может посмотреть снаружи, например, и увидеть эту антенну, да? Ну, например, я спрятал эту антенну, условно, там козырек какой-то, Ну да, не знаю, да. там занавеска. На визуальных других отличий нет. Не Через будет. полгода это и не актуально. Ну да, но сейчас, как бы, такой момент просто, знаешь, они приезжают, вот давайте сейчас эту тачку чекнем у нее, потому что... Через полгода есть, реально они будут ехать по паркингу, Ну, заведенная 100%. машина подъехал. 100%. Ну, это такой, наверное, подытоживающий момент, да? По перевозчикам оно как бы понятно, главная рекомендация не оттягивать сейчас замену. Это факт номер один, что многие, Да это же не то, останется. чтобы рекомендация. Ну это факт, да. это просто- факт. Да, это факт. Может быть, какой-то, не знаю, водителям что-то, рекомендацию какую-то, на что? Ну, Что на сердце на сердце сказать? сказать водителям, что, во-первых, вас ждут дома. Очень важно. Это ваше, да. Во-вторых, вы все деньги никогда не заработаете. Второй важный момент. В-третьих, ваше здоровье, сила ограничена, и мы не сверхлюди. Полицейский, он тоже человек на дороге. И частенько бывает, что полицейский говорит: слушай, я иногда и за границей с кем-то говорю, если там водитель говорит, дай полицейскому, то бывает так, что водитель напрашивается, он такой умный, он такой все знает, он такой сейчас пока да я тебе чип не буду доставать, достань сам, или шайбу не дам, печать не поставь. То есть и полицейский, он человек. Так что надо уважать и полицейского, его работу. И если что-то случилось, нарушение какое-то, то существует в 561 регуле статья 12, в которой написано, что для того, чтобы достичь нужное место стоянки, можно отклоняться от требований этой регулы или регламента сколько надо. Спрашиваю, сколько можно нарушить? Да ни одной минуты нельзя нарушать, ни одной. Но если ты нарушил, то каждый раз требование таково, что когда встал,
в нужное место стоянки, делать распечатку, написать причину, почему ты нарушил. Но мы учим еще дальше, когда уже в пробке ты чувствуешь, что 15 часов заканчивается, не дожидайся того момента, когда ты встанешь. Уже сделай распечатку, напиши, что стою в пробке, сделай фотографии, в 12:50 снял фотографии, пробка длинная, стою, нарушаю 15-часовую или что-то нарушаю. Потому что есть указание, что фирма должна делать, соблюдать, что водитель должен соблюдать. И то же самое написано, что полицейский должен соблюдать. И он, если есть ссылка на 12 статью, он должен тщательно перепроверить основание, была ли причина тому. И если водитель нет никакого доказательства, и плюс нет распечатки, все, по полной программе. Но если есть распечатка и доказательства есть, полицейский не имеет права штрафовать. Он может по своей амбиции что-то делать, но он не имеет права, если уважительная причина. И поэтому мы учим, что каждый раз, когда есть нарушение, сделать распечатку, как ты можешь делать, и потом, когда остановился, когда регламент требует. Но теперь водители же не знают, когда распечатку делать. И поэтому есть эта программа. Тахограмм, да, либо через нас, либо напрямую, да, но все равно человек может с любой места, где у него интернет доступный, с мобильным телефоном считать свой чип, то есть считал свой чип, проверил, посмотрел, увидел нарушение, хоть сразу делал распечатку, хотя надо было раньше, да, есть когда-нибудь, но иногда можно сделать распечатку, когда ты увидел, написал и возишь с собой. То в данный момент 28 мне надо предоставлять, но 56, да. будет 56. И с собой возить вот эти распечатки. И когда распечатка полицейский берет, он должен его все-таки увидеть. Если он не сканирует и не добавляет документов, вы пишите: я предоставил распечатку, на которой согласно регуле 561-12 статьи было написано, написал, а полицейский отклонил. То есть он нарушил закон, и он должен был принять. И поэтому много нарушений можно распечатать, причину показать, сфотографировать, чтобы было доказательство, и ехать дальше. Но невозможно знать, если у человека нет ни программы. Он едет. Он не увидел, что он ставил чип раньше, ехал дальше, и вот уже час пошло. То есть, программа это было бы неплохо. Но умные тахографы помогают хорошо, но если правильно пользоваться. Ну что, сейчас пломбируем датчик. Сейчас пломбируем датчик. И такая интересная вещь, что, как вам показывал Янис, Да. была пломба такая свинцовая. Да. Сейчас выпустили новые пломбы. На каждой пломбе есть свой серийный номер. Вот, видно номер. Вот этот у каждой пломбы. У каждой пломбы он другой. И вот тут дальше, снизу, уже видно опять LV7, наш код. Это код с завода уже. Производитель пломбы Stoneridge. Да, но как бы его производит Stoneridge, другой. но на ВДО ставит. Да, но это Очень можно да. выбирать, какие пломбы, это не проблема. И вот наш LV7, и у каждой свой серийный номер, который записывается в тахограф тоже, показывается на сертификате, показывается на наклейке, везде. Да. То есть, если даже просто из-за каких-то ремонтов срывается пломба, коробки ремонт или что-то другое, то по факту нужно сделать новую калибровку. Второй пломбы с таким же номером нету такой. Датчики, наклейка не порвана. Если порвана, то датчик не годен. Она считается как пломба. Берем, есть специальное место в коробке, и мы пломбируем вот ухо в датчике и уже в коннекторе. Вот понял. То есть, Так. короче, уже по-любому рвать. Есть два отверстия. В одно вставляем и во второе. Протягиваем, оставляем чуть-чуть места и уже пломбируется вот так. Мы крутим, она накручивается тут внутри на такую спиральку и обломалась, значит она натянулась уже достаточно. И лишнее, чтобы она тут не болталась и не мешалась, просто откусываем. И вот у нас Когда на водителей пломбы начнут вешать? А еще пока что закон не приняли. Ну,
Думаю, скоро. И в протокол, в наш протокол проверки я сразу сейчас запишу номер пломбы. 0, 2, 6, 4, 4. Все меньше и меньше возможностей для хулиганства. Да, Вернее, Да. уже вообще не осталось. уже не, Ваня, не шаг вообще влево, не шаг осталось вправо, вариантов. сразу расстрел. Охереть. Так, тут мы закончили и можем выезжать на улицу и делать остальные замеры. Сейчас все мы внутрь положу. Может, не первое, не последнее видео, где можем на какие-то вопросы ответить и как-то помочь. Это, кстати, идея. Да. Да. Можно подумать. Я очень много видел русских видео про режимы труда и отдыха. Не знаю, много ли я просмотрел, но про это вставление чипа на молоточках ни одного не видел. Ни одного. Много просмотрел. И вся суть в том, что вот это вставление тахограф зачисляет, тахограф не зачисляет работы, а полицейский зачисляет его. Да? И сколько много я видел роликов, да, но некоторые нюансы, которые мы знаем, что они нужны, вот они как-то проскальзывают. А люди за это платят большие деньги. Допустим, у вас тахограф показывает, что вам 56 часов прошло уже, и вы останавливаетесь, или 90 часов в тахографе уже 2 недели израсходовали. Вопрос, по какому времени, по УТЦ или по местному? ТЦ. Тахограф по УТЦ. Да. А полицейские штрафуют вас по местному. Потому что все законодательство по местному времени. И это надо, хоть и тахограф помогает, Я не но вижу надо, точно как. надо правильно принимать. То есть, если вы ехали ночью, например, с воскресенья на понедельник, и 3 часа вы ехали уже в предыдущей неделе, и ехали там, ну, то есть 2 часа в той, 2 часа в этой неделе. То есть вы ехали, тахограф эти часы кидает на ту неделю, да, а вам полицейский добавит на эту неделю. Мгм. То есть, потому что вы ехали, у вас уже 2 часа, А там еще Да? получается а там еще полночь. полночь. Да? То есть предыдущие, да, вы уже откатали до сюда в этой неделе, а тахограф и туда считает. И выходит так, что когда вы едете, если ночью, я так шучу, надо в церковь ходить по воскресеньям, тогда проблем это не будет. Но если вы катались в воскресенье ночью на понедельник, то эти 2 либо 3 часа, смотря зимой или летом, вам надо в конце из этих 56 или из 90 отнять в уме. То есть вы можете смотреть тахограф, 53, все, останавливаетесь, если вы 3 часа тут уже катались. Или 87, вы останавливаетесь. И много нюансов мы можем говорить, да, что тахограф, он хорошая вещь, но надо уметь им пользоваться. Активизируем тахограф. Активизация происходит, я вставляю свою карточку мастерской, и тахограф сразу привязывает датчик, который находится на коробке. И делает сам рестарт, и тахограф активизирован. Так что да, сейчас загрузится карта, и пока будет активизировать тахограф, мы померим колеса. Сейчас мы замерим наши колеса Аполло. Это не реклама. И они просто так покрашены только. Да, просто так покрасили колеса. Вообще не в рекламных целях. Один из параметров при калибровке Давление, да? давление в шинах, Ну, вот которое щас может проверим влиять еще. на окружность. Поэтому сейчас проверим. Славу проверим. А если неправильно, у тебя есть подкачать чем? Да, найдем. Так. Девяточка, да? Нет, Меньше? это получается вот так. Держу. 6, 7, 8. Между 8 и 8,5. Сразу запишем. Записываем в протокол. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот такие вот пироги. Главное, что погода радует сегодня. Сегодня с погодой нас повезло. В Латвии вообще, когда хорошая погода, это подарок природы. Но я когда ехал по снегу на этой резине, я прям доволен был. Трогается она, ну, нормально. И там 11. Обе одинаковые. Так. Внутреннее, стороны. внешнее колесо по 11 миллиметров. Износ одинаковый. Хорошо. Сразу запишем. А, ну мы же ротацию делаем, точно. Мы же как-то добросовестные. Потому что все денег стоит.
Лучше перекинуть, чем покупать. Так, Сколько там было? вот тут показывает 6. 6? Сейчас, еще раз. Может быть, попали Шестерочки, меньше. да? Да. Интересно. Так, сразу померим внутреннее. Внутренний 11. Да? Внутреннее 11. Это внешнее подъедает, получается, тогда как? Ну, в нескольких В местах. нескольких местах проверили. Можем еще раз взять. Вот. Возьмем с другой стороны еще. Ну, завтра как раз поеду в гости. Задам Да. этот вопрос. Интересно, что если меряем тут 1/3 часть, тут 11. Внешнюю сторону. А тут? подъедает, да? Тут меряем, тут 6. Правая Да. сторона, да. Вон дороги. Да, да. Так, Ну, это лучше и сейчас уточнить. померяем окружность колес. А диаметр руля? Колеса? Руля? Руля можно менять и не калибровать. Так. И, как это говорится, притат балставирсму. Я сейчас чувствую себя немножко как на экзамене, знаешь? Как попал на контроль. Ну, типа, немножко тогда такой сижу и переживаю. С нашей стороны только не может быть штрафа, может быть только отказ в сертификации. Это тоже, извини меня. Да, да, да. Время. Но мы вписываемся. Сейчас мы вписываемся во все нормы. Лысая резина. А лысая голова. Лысая голова проходит сертификацию. Да, И техосмотр тоже. да. Зимой я не пройду. Я только летом прохожу. Как вам прическа моя новая? А в тахографе прописывается один размер. Так, тут у нас 315/70. 315/70, 22,5. И с другой стороны сейчас проверим. Там у нас все то же самое. Согласно регулы тахограф, вы ехали, остановились, да, и теперь автоматически он становится на молоточке. Выключили зажигание, он переходит на коечку, правильно? Да. Но теперь есть регула, которая говорит по-русски, просто на латышский эти цифры лучше запоминаю. То есть регула гласит так, что если в течение 120 секунд после автоматического перехода тахографа с езды на другие работы, потому что это перешло автоматически, если в течение 120 секунд, это 2 минуты, вы ставите что-то другое вместо работы, ну вы поставили, выключили зажигание, перешло, но 115 секунд прошло, вы выключили зажигание. Вы засекли, да, что было, ну, если засекли эти 115 секунд, выключили, и вы знаете, что у вас 2 минуты молоточки были, да? Ну, вы так, если вы там, ну, почти 2 минуты, ну, в общем, 2 минуты молоточки. И вы уверены, что у вас 2 минуты молоточки, да? Вы выключили зажигание, пошли отдыхать. Пошли отдыхать, то есть поставили, коечка стала, и вы пошли отдыхать. Тахограф что делает? Если в течение 120 секунд вы перешли что-то другое после автоматического восстановления вот, езды на другие работы, то тахограф считает, что автоматический переход не был. И аннулирует 2 минуты. И молоточка уже нет. А водитель в этот момент, он прежде чем поставить на койку, он поставил конец страну. Конец страна и выключил зажигание. И он уверен, что с того момента прошло, ну, были молоточки, на молоточках он поставил конец страна, и смотрит тахограф, и уже 9 часов прошло. Он едет 8:58. 9:01 Да, прошло, он едет. да, а там 8:59, да? Тахограф с этого момента считает. А полицейский говорит, слушай, видишь, да, конечно, ты здесь кончил езду, но видишь, во 2 минуте ты поставил конец страну. На тахограф, это отдых. И с этого момента полицейский начинает считать отдых.
Да? У него 89 получается. Да, Даже если у тебя- автограф показывает. А на распечатке, но на распечатке, если посмотреть точно распечатку, вы увидите, во сколько вы поставили конец страну. Но никто не смотрит, на сколько конец страну поставил, потому что он думает, что он поставил страну, когда было еще молоточки. И он думает, что он никаким образом вот этим конец смены не поставил во время своего отдыха. Но тахограф, он аннулировал эти 2 минуты согласно регуле и сделал их отдых, как будто их не было. И теперь выходит, что на распечатке отдых, тахограф отдых, водитель едет до первого полицейского, который говорит здесь. То есть много таких нюансов, да, в которых надо просто знать. И поэтому, если такое случилось, просто отдохните 9:05. И тогда вот эти 2 минуты у вас Вот проблем не будет. откуда вот это идет, что Ну да. лучше перестоять, там что-то такое. Вот у меня и поэтому и были, помнишь, приколы, что Да, да. И наша тахограмма показывает, что у вас нет 9 часов. да, Да. минутки не хватает. Да. Но у нас у многих водителей, кстати, это мы... Ну да. Ну, это, кстати, надо Вот мы говорить. сейчас объяснили. Ну да. Да. И теперь посмотрите, в тот день еще распечатку, что вот эти засеките, да, что эти 2 минуты молоточка пропали. И водитель говорит, как? Я стоял 2 минуты, я же оформлял документы, надо же оформить, а их нету. Поэтому, если хотите эти молоточки, ну, протяните больше, нежели 120 секунд, и тогда они будут. Да? Ну, то есть 3 минуты, грубо говоря, минимум, Да. чтобы подстраховаться. Да. Ну, то есть можно много, да, ну, оставим на другой раз, если вопросы будут. Хорошо. Очень большое спасибо и за интересную приятную беседу, и за то, что тахограф нам поменяли. И поменяете на следующих машинах наших тоже. Поменяю, да, приезжайте. Ну и надеюсь на долгую дружбу. Не только на ютубе, но и так вообще. Окей. Удачи, берегите себя, вас дома ждут, и приезжайте целыми, здоровыми. Так что, ну что, скажем спасибо Максу. Да, еще раз. Поддержим лайками, комментариями. Да, репостами, Репостами. ставьте лайки. И И что? Спасибо за внимание. Надеюсь, Да. было полезно, интересно. да, Ну, мне было очень интересно. Как бы. есть много нюансов, которых многие не знают. Обо всем тоже в одном ролике не расскажешь. Да. Я какое-то время уже работаю, и можно рассказывать и рассказывать про это всю Без остановок. систему. Да. Согласен. Ну что, спасибо тебе. Все, еще раз спасибо. Давай тогда. Мы Да, на связи. будем газовать дальше. Да. Всем любви. Пока-пока. Так.